Здрасте всем. Всем здравствуйте. Так, второй стримчик подряд. Потому что я очень хочу попасть в Инадзуму. Это будет отличной возможностью покачать Чиори, потрогать инозумские сундуки, все дела. Да, здравствуйте, Фокс, еще раз. Так вот. Все, 2 минуты в долг пошли. Какие 2 минуты? У меня тут технические шоколадки, и вы мне полжизни должны. Оло. Оло. Так, почему? Непонятно, почему, секундочку. Ты меня сейчас так догонишь, конечно, догоню. Всем приветик. Вот. Тенер, привет, Тенер, как дела? Привет, все нормально, как твои дела? Здрасте, здрасте. Утро было свежим и недушным. Ну, теперь я тут. Надо Фокса забанить, замучить его. Я тут предыдущий стрим смотрю, значит, и приходит уведомление. А ты зачем пропускала? Хотау, привет. Здравствуйте, Хотау. Так, с малышом мы поговорили, он нам дал квест. Пацаны, вы разговариваете? Вот, Ли, спасибо за подарочек. Понял, с ТикТоком беда. Душнило, как всегда. Так. Фужун, ты, судя по одежде, ты путешественница. Что ты делаешь на борту? Могу я чем-нибудь помочь? Ты специально для этого поднялась на борт? Что ж, нам не нужна помощь. Тебе следует уйти. Корабль — это не то место, куда ты можешь приходить, когда вздумается. Слышишь ты? Не тебе решать. Пацаны, у вас есть тайная комната? Я ищу тайную комнату в Геншине. Спасибо, Ли. Джунзоу. Ох, когда же мы наконец-то сможем выйти в город? Могу я чем-нибудь помочь? Это ты. Так ты действительно помогаешь людям на корабле? Да, у меня есть к тебе работа. Мы только причалили и еще не успели пополнить припасы. Мы уже давно в море, и все устали грызть сушеное мясо. Мы не каждый день бываем в порту. Поэтому было бы неплохо достать свежих продуктов. Если тебя не затруднит, принеси нам немного мяса птицы или просто сырого мяса. Можешь рассчитывать на меня? Вот это энтузиазм! Я буду на тебя рассчитывать. Раз уж мы пристали к берегу, хотелось бы чего-нибудь другого. Ладно, в этом вопросе я рассчитываю на тебя. Запомни, мясо птицы или сырое мясо. У меня есть, я могу прямо сейчас дать. Ты принесла мясо? Да. 3 штучки забирай. Так мало? Бум. Ага, из этого можно сделать стейки. Они идеально подойдут к вину, слышишь ты? Ешь, что дают. Так, какой ранг? Ранг 39. Попасть в Инадзуму. Да, конечно. Всем привет. Что тебе нравилось? Хаори. Готовишься плыть? Да, готовлюсь плыть. Нифига себе, человек читает сюжет и говорит со всеми NPS. Ну, потому что интересно. Так, с ними мы говорили. Хойсин. Вот так задачка. Что вообще означают символы, которые нарисовал наш бывший навигатор? Неужели это места, где встречались морские чудовища? Я не знаю. Что насчет кисло? Такая кислая. Насчет морских чудовищ. Мне с детства нравится изучать морских животных, в особенности гигантов морских глубин. Признаться, я пошла на эту работу только из-за истории о том, как капитан Бэйдо убила Хайшаня. Я не могу дождаться дня, когда смогу увидеть морские чудовища собственными глазами. Говорят, что у облачного моря видели огромную тварь с щупальцами. Правда, это или враки? Не знаю. Правда это или враки? Не знаю. Быть может, кому-то по пьяной лавочке привиделось. Может быть. Спасибо за подарочки. Мандарины. Так, я тут все теперь хорошо. У меня 42-й. Ты молодец.
Так. Капитан. Штурман. Кто? Не, ну ты же капитан. У тебя повязка на глазу есть? Подождите. Подождите. Эл. Сейчас мы как капитан с капитаном поговорим. Тенрей пришла, ты рад? Конечно, рад. Так, Барбара, уступи место. Я сейчас как капитан с капитаном поговорю. Так, алло. Да блин, ну игра все руинит. Кто ты? Ты не похожа на человека из команды. Чем я могу... могу я чем-нибудь помочь? Спасибо за подарочек. Мне не нужна твоя помощь. Если ты не из команды и тебя не приглашали, то уходи. Иначе кто-нибудь заставит тебя уйти. Ты такой дерзкий, слышишь ты? Я капитан. Ты не смотри, что ты выше. У меня тоже повязка есть. Пес какой. Ладно. Тенра, будет круто, если на 40 серии будет 40 ранг. Тут я не обещаю. Сулин. Кузнец. Мы не встречались раньше, ты не из команды. Давно не ступала нога чужака на палубу этого корабля. Могу я чем-нибудь помочь? Я не нуждаюсь в помощи чужака, уходи. Тут все такие злые. Может быть, мне нужно потом сюда прийти, когда я выполню задание мелкого? Они скажут, блин, ты такой классный, помоги. О, сундуки. Мать, не обессудь. Я просто оборовал. Славно поживились. Но я-то уж точно. Прости, давай пообщаемся. Ты кто? Как ты попал на борт? Нужна помощь. Что? Хочешь ограбить? Мать, ты скупердяйка, я уже тебя ограбил, сорян. Как бы Хочешь ограбить меня? Лучше подумай дважды. Я уже ограбил. Шла бы ты своей дорогой. Слышишь, ты так тебе и надо, собака. Все. Все злые на этом корабле, ухожу я от вас. Так, давайте мелкому соберем ракушки, я так понимаю, они там тоже будут. Вот тут. Мы сейчас отсюда слетим тогда туда и все. Не воруем, а исследуем. Ну, я исследовал. Мне было норм, а вот она выпендривалась. Посмотри какая. Блин, а может быть у меня были-то ракушки? Оло. Я что-то собирал. Вот. 5 штук, а ему надо было 3 штучки. Я малому... Блин. Я не могу туда телепортироваться? Ё-моё. Ладно, я по-любому туда вернусь еще. Сундук. Я только посмотрите, я пощупаю. Чуть-чуть. Кого ты там нашла? Так, короче, килл. Все, капец тебе. Капец тебе, говорю, ты почему не умираешь? Алло. Ой, надо, тут костер, надо будет приготовить сейчас. Давай вот так вот зажмем. Мне нравится как ее называют? Кто? Как ее зовут? Дори, потому что у нее атака прикольная. Ты зажимаешь, у нее крутится меч. Ну, она все сама крутится. Мы можем к вам зайти? Нет, у меня сюжет. Ну, вообще, по идее. Так, нам, во-первых, нужны оладушки, потому что мы их едим. Как основную хилку. А почему их здесь нету? Расскажите, пожалуйста. А, нет, есть. Все окей. У меня нету варенья. Варенье. На все деньги. У меня теперь нет сахара. У меня нет фруктов? Закатника? Я миллион его собрал. Куда он делся? Непонятно. Так, делаем сахар. Что нам еще надо? Ну, вроде бы как бы все. Итак, новое. Давайте поготовим то, что мы не готовили. Сейчас сразу прокачать. Вот. Пицца. О, пицца это хорошо. Она, правда, с грибами. Так, давайте я вас пока включу, чтобы вы не грустили. Эндрюс говорит, лучше голубцы делай,
Оладушки запаристые в готовке слишком. Серьезно? Сейчас посмотрю. О, бонус. А, Барбара. Фремени говорит, а второй стрим? Да. Данияр Шеймарденауф говорит не. Нет. А! Ой, не. Назар Уайти говорит, а где Барбара? Барбара? Аня Мика говорит, чатик, скиньтесь лайками. Тенра Пусечка, ня. Надо, не бойтесь. Кирару говорит, пицца с грибами, это годно. Не годно вообще. Не одобряю. Звездный шеф, вот. Мишленовскую звезду дали, олов. Так. Голубцы. А они столько же дают вкусно, как и Линка эти? говорит, как дела? Все нормально, Линочка. Как твои? Бум. Мы такие повары, вообще беда. У меня Ли что-то говорит, я вообще разблокировалось. грибы не люблю, поэтому уважаю Тенру. Вот, а я уважаю тебя. Взаимное уважение. Так, рыбацкий бутерброд. Времени говорит о достижении. Да. Сейчас наделаем миллион еды. Матвеуак говорит киссингфейс, вис клос тайс киссингфейс, вис клос тейс. Линка говорит нормально. Восижу готовлю. Что готовишь? Расскажи. Эндрюс говорит, только что на голубцах остановился и дальше пошел искать лол. То, что у меня Лёд был там говорит, курсор, это не убираюсь значит, так, что я смотрел болтай, я туда. на фоне слушать буду. Понял. Сейчас посмотрю. Они же голубцы называются? Ну, имеется в виду первое слово. Кирару говорит, эти майонезники. Так, слышишь ты? Не любители грибов. Сранка. Так. Аня Мика говорит, убил Фатуи. Отжал костер и делает Ай-яй-яй, вид, у меня что там он котик повар. что-то буянит. Я сейчас. Линка говорит, да так. Лед говорит, ня-ня-ня. Эндрюс говорит, ага. Да куда? Засранец. Все, сиди тут. Ли говорит, правильно, Котя. Никакое неправильно. Алло. Фремени говорит, как там Кисыч. А у него все нормально. Кирлив говорит, кто тут не любит грибы. Лиска. Я не люблю грибы. Натали Фелови Голубцы. говорит, свобода. Вот это? Подожди, он Аня дает Мика 1500. говорит, котик, звездочка, суету навести, охота, А, ну звездочка. тут разница небольшая, да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну тут мясо надо, у меня мяса постоянно нету. Кирару говорит, тебе с твоим Кысычем сиделка нужна. Кирлив Ищу говорит, сиделку. а как Кысыча зовут? Сейчас зовут Кысыч. Паутинка говорит, приветики, как делишки, смайлинг, Приветики, фейс, все лист, нормально, опен, как хиншеу и твои рибласом. делишки. Так, я не буду это делать. Ли говорит, и я грибы не люблю, смайл, улыбка. Вот. У нас тут антигрибное движение. Я на всякий случай соберу еще ракушек. Вдруг ему те не понравятся, они не свежие, не интересные будут. Краб! Паутинка сбежал. говорит, все хорошо, смайлинг, фейс, вис, опен, Блин. хинт, сплидинг, фейс. Ладно, сейчас найдем. Аня Мика говорит, так себе из тебя охотник, мясо, надо мясо, ня. Керлик Ты говорит, зачем почему выжил? я всегда думала, что это Мася, а не голубцы. Не знаю. Надо название читать. Так. Кирару Чук-чук-чук. говорит, осуждаю антигрибные движения. Блин, Эндрюс мы по говорит, сюжету оладушки идем, варить алло. надо, а там сахар надо, Вы а чё? там цветки, а варенье поштучно продается. Кайр, чем много оладьев фиг сделаешь. Дания Шеймарденауф говорит, обожаю пасту со сливочным соусом с грибами и Ой, курицей. нет, не надо. Ли говорит, такое. открою секрет, я рыбу еще не очень люблю. Я смайл, тоже не улыбка с ем рыбу. подмигиванием. Может, ты давно потерянная сестра Эшли моя? говорит, бук. Кирлив говорит, а я грибы уважаю. Не надо. Что такое? Эсберби говорит, сможешь посмотреть, это я эти нормально штуки. деда собрал или нет. А я- Собирал для счета, сервер Америка. Я новичок, я не знаю. Я же не разбираюсь. Поэтому нет, не могу. Аня Мика говорит, Эшли. Ня. Так, мы что делаем? Подойдите к Натали Филови бойцовской говорит, арене. до сих пор не понимаю, зачем в оладушках шишки. Для Времени запаха. говорит, что у вас по сюжету. Мы бежим, сейчас в Инадзум поедем. Сейчас выиграем турнир и поедем. Так, я вас выключаю. Кирлив Пока говорит, не Тенра, записались, давай что ты познакомимся с любишь другими из еды? участниками. Ня. Байдо сказала, что все известные бойцы, с кем нам придется сразиться, что они все известные бойцы.
Так, ну давайте познакомимся. Че сидим? Дзиньё, ты что, на пафосе? Ты кто? Эй, малышки, неужто вы тоже участвуете в бойцовском турнире? Видимо, у меня прибавилось оппонентов. Я же говорю, на пафосе сидит. А ты тоже здесь, чтобы побороться за чемпионский титул? Да, и вам лучше бы быть готовым к тому, что чемпионом отсюда уйду только я. Слышишь ты? Потому что мне кажется, что в этой загадке жизни не хватает только одной части — глаза Бога. Хочешь стать искателем приключений? Не-не-не. Все эти звания и профессии ни к чему. Я всего-навсего хочу стать идеальным человеком. Как я попал в пафос, ё-моё, он же такая собака. Я знаю, что это звучит заносчиво, но сперва позвольте мне объяснить. Я живу успешную жизнь без каких-либо неудач. Я сдал все экзамены, совершил множество удачных коммерческих сделок и, кажется, всю жизнь ладил со всеми. Ты уже со мной не поладил, сразу тебе говорю. Многие видят во мне воплощение идеального человека. Ну, конечно же, я не позволяю им запудрить мне мозги. Сам-то я знаю, что не достиг совершенства, потому что мне не хватает только одной вещи — глаза Бога. Редко можно встретить настолько самоуверенных людей. Так, ты уже участвовал в турнирах? Это не важно, потому что у меня есть знакомые в Южном Кресте, которые с радостью за меня поручатся, потому что они очень любезно предоставили мне место в турнире. Поэтому... еще я привел с собой толпу, которая будет болеть за меня. Хорошо иметь столько друзей. Мне также пришлось потратить несколько дней на изучение тайных боевых техник и приемов. В сумме с моими природными талантами я легко смогу победить в этом турнире. Сомневаюсь. А ты не следишь за языком, да? Ну ничего, арена нас рассудит. Да-да-да, именно так. А теперь оставь меня. Мне нужно подготовиться. Совсем скоро ты увидишь, насколько я крут. Давай. Да-да-да, поддерживай его, поддерживай. Так, чисто деревенский мужик пришел. О, дядюшка Юнь, по-любому. Мы вроде его видели. Здравствуйте! Вы здесь, чтобы принять участие в бойцовском турнире Южного Креста? А то, вы уже записались? Еще нет. На вашем месте я бы сначала ознакомился с условиями участия. Они не принимают кого попало. На этом турнире нужно выложиться на полную и показать все, на что способен. А тем, кто хочет участвовать просто так ради веселья, быстро надерут задницы. Если вы не хотели оказаться в такой ситуации... Вы бы не хотели оказаться в такой ситуации, верно? Да, мы уже слышали об этом правиле. Паймон, вот интересно, а вы известный боец? Ха-ха-ха! Я на прошлых соревнованиях по боям без правил горы Тигра я завоевал 2-е место. Гора Тигра? Наверное, это какие-то незаконные сходки борцунов. Что? Вы... Чепуха! Вы что, совсем не выходите из своей берлоги? Эти соревнования проводятся уже много лет. Со мной вместе участвовала целая куча народу. Еще и Милили там как-то раз помог схватить похитителей сокровищ. Там 2 пытались убежать, но я быстро с ними разобрался. Они пытались проскользнуть мимо меня под покровом темноты. Сами даже не поняли, откуда прилетел удар. Тощему, как я заехал... Что? Тощему я так заехал левой прямо в челюсть, что он аж покатился. А толстый в это время вытащил нож. Я даже не дрогнул. Что-то как-то он вроде был нормальный пацан, а тут теперь раз и на понтах стал. Я даже не дрогнул. От удара ногой с разворота его нож вылетел в балку над головой. Ой, что я нажал? А я что говорю? Нападали 2 на 1, да еще и с оружием. Но я их одолел. Не говорю, что
что сам я не пострадал в этой схватке. Но все же мне удалось победить и передать их Мелилиту. За это мне даже дали крупное вознаграждение. А для нас справиться с четырьмя или 5 похитителей сокровищ одновременно вообще плевое дело. Спасибо за ваш рассказ. Ладно, нам пора. Увидимся на арене, но помните, что я не буду поддаваться, хоть вы и дети. Ну да. Чувак, вы такие тут все это. Ты тоже на понтах? Лян и Чай И. Окей. Так. Привет! А вы тоже участвуете в бойцовском турнире? Да. Ничего так не оттачивает боевое мастерство, как реальный бой. Так говорил наш учитель. А еще этот турнир позволит нам не только применить... Спасибо за подарочек. Применить изученные техники на практике, но и получить свободный глаз Бога. Да, с глазом Бога мы быстро станем лучшими учениками. Наверное, ваш учитель очень талантливый. А он знаменитый? Знаменитый? Да, он основатель школы Линьшань. И ему нет равных. Мы с Ляном гордимся... Ляном, да. Гордимся тем, что смогли стать его учеником. Школа Линьшань? Наверняка ты ничего не слышала о нашем клане. Он появился совсем недавно, зато наш учитель намного известней самого клана. Он великий мастер боевых искусств. Он создал множество боевых стилей, которые теперь заимствуют другие школы. Но для школы Ляньшань он придает особую технику, которая называется рассредоточение силы. Рассредоточение силы? Это особая дыхательная практика, которая учит управлять окружающей тебя энергией и отбивать удары, абсолютно не двигаясь. Видел я подобные ролики в интернете. Например, благодаря этой технике наш учитель может сменить направление атакующего удара или летящего камня, не поведя и бровью. Однажды он запустил бойца в воздух, даже пальцем не пошевельнул. Такое возможно? Естественно, но развить эту способность чрезвычайно сложно. Мы тренируемся уже много лет и смогли освоить только самые базовые навыки. Искусно пользоваться этой техникой пока не умеем. Это, знаете, вот эти чуваки в интернете, которые... типа подходят, вырубают или как-то нажимают чуваку, и все вокруг падают, либо они просто рукой проводят, и там люди вокруг теряют сознание. Вот это такой же чувак. Эх, видимо, нас просто не одарила природа. Иначе мы бы уже стали мастерами. Если так пойдет и дальше, скоро нам нечем будет платить за обучение. И похвастаться изученными навыками мы тоже не сможем. Вы платите за обучение? Конечно, он ведь мастер боевых искусств. Он вас разводит, пацаны, отвечаю. Его время дорого стоит. Если хотите проходить обучение 1 на 1, то вам придется доказать искренность своего желания заниматься боевыми искусствами. И вот мы все это время тренировались с учителем, но до сих пор нет и намека на прогресс. Наш учитель теряет терпение. Однако мы слышали, что совсем недавно в школе Гухуа начал заниматься один обладатель глаза Бога, который тут же стал мастером. Поэтому нам нужен глаз Бога, чтобы наш учитель начал нами гордиться. Глаз Бога не научит вас боевым искусствам. В любом случае, нам нужно искать решение нашей проблемы, иначе изменений не добиться. Именно. Попробовать все равно стоит. Если у нас получится, то школа Линьшань войдет в историю. К нам отовсюду начнут скитаться люди. Да что уж говорить, мы могли бы стать величайшей школой боевых искусств во всем Лиюэ. Ну, удачи вам, чё. Увидимся на арене. Блин, так жалко пацанов. Единственные нормальные пацаны из вот этих вот дурачков. В общем, нам придется сразиться с завышенной самооценкой, наивными ребятами, которые слишком много платят за свои уроки, и с каким-то вполне обычным мужчиной. Мне вдруг захотелось сказать, что ты очень крутая, Тенра. Да, я такая. Та-та-та. Давай пойдем регистрироваться. Давай. Так вот, пацанов жалко. Единственный нормальный.
Джунли, приветик, у меня 39 ранг. Так. Джухань. Чемпион деревни Цинце по рукоборью? Ладно, я вас записала. Следующий. Имя. Меня зовут Тенра. Тенра? Та самая? Да, я такая. Тенра! Я не ослышалась? Это точно она? А? Что, у нее разве нет глаза бога? Ей нельзя участвовать в турнире? Я должна уточнить, что вы та самая путешественница, которая помогала Лиуэ отбиться от древнего бога. Да. Точно, это точно она. Она говорила с мадам Кицин на церемонии Вознесения. А можно взять у нее автограф? Я надеюсь, вы знаете, что в турнире могут участвовать только те, кто не владеет глазом бога. У меня нету. Правда? Но ведь я слышала, что на что вы способны в бою. Вы смело идете навстречу опаснейшим ситуациям и монстрам, даже Фатуи. Иногда выходите и всегда выходите победителями, конечно. Но Тенра все это делает без глаза бога. Можете ее обыскать, если не верите. Не щупать. Простите меня за грубость. Я уверена, что такой герой, как вы, не будет врать. А теперь не могли бы вы прочесть несколько прославивших вас поступков? Вы же сами все знаете, алло. Конечно, в вашем случае это просто формальность. Мне нужно внести в регистр запись о достижении участника. Пока я запишу, победила древнего бога Асиала. Но это всего лишь одно. Были ли еще какие-нибудь достижения? Я спасал Доволин, я являюсь почетным рыцарем Орда Фавониус. Ну да. Который сражался с ужасом бури и победил предвестника Фатуи. Ого! Она точно займет первое место? Уже поздно отказаться от участия. Ладно. Этого достаточно. Честно говоря, другие участники со своими достижениями и рядом не стояли. Поздравляю вас с окончанием регистрации. Теперь коротко о призах. Уверена, что только почетный герой, как вы, оказался на нашем... Уверена, настолько почетный герой, как вы, оказался на нашем турнире, только чтобы выиграть его и получить самый дорогой приз — глаз бога. Ой, нет, он нам ни к чему. Мы участвуем, потому что капитан Бэйдоу обещал за первое место перевести нас в Инадзуму. Есть другой приз? Первый раз слышу. Наверное, Бэйдоу подняла ставки, чтобы привлечь таких героев. Но зачем кому-то плыть в такое опасное место, как Инадзума? Ясно, я так понимаю, что вы уже обо всем договорились с Бэйдоу. Мне просто не нужен глаз бога. Уверена, великий герой оказался здесь не просто так. Как бы то ни было, отборочный тур вот-вот начнется. Я оставлю вас подготовиться. Эй, Пайман тут подумала насчет правила. Никаких обладателей глаз бога. У тебя правда нет глаза бога, но в Тайвате все считают, что силой элементов можно управлять только с его помощью. Поэтому Пайман думает, что лучше бы тебе воздержаться от использования элементальных навыков во время турнира. Ну, знаешь, чтобы никто ничего не подумал. Да и если посмотреть на уровень наших соперников, тебе не составит никакого труда выиграть турнир без элементов. Ведь правда? Ты права. Ну все, пришло время блистать. У тебя все получится. Да. Вижу, вам не терпится выйти на арену. Готовы? Готовы. Хорошо, следуйте за мной на арену. Пойдем, я попью. Наша следующая участница для многих является главным претендентом на победу в турнире. Ее первый бой начинается прямо сейчас. Это ведь та самая героиня, о которой все говорят. Да, ты дурачок. Как мне теперь выиграть? Я его пока не буду убивать, чтобы он поговорил. А все? Ну, сорян. Какой интересно, откуда у него было столько уверенности в своей победе? Я не знаю, он дурачок. У нас получилось, пойдем к Бэйдоу, кажется, она хочет о чем-то с нами поговорить. У Тенри, по-моему, тикток отвалился.
По-моему, да. Напишите что-нибудь в ТикТок. Так, пожалуйста. Так, Бэйдоу. Еще Гейтман? Не отвалился. У него с запозданием. ТикТок очень сильно лагает. И, ну, именно сам ТикТок. Поэтому такая беда. Бэйдоу. Не зря я выбрала тебя в качестве своего фаворита. Казуха, ты ведь тоже заметил? Она даже не вспотела. Это потрясающе чистая победа. Впечатляет. Однако, также я заметил, как наш фаворит сдерживал себя, словно оберегая соперника от ненужных травм. Я прошла через множество бит, больших и малых, и в этом бою я ощутила ее истинную силу. Серьезно, я же ничего не сделал. Давай же, мы все знаем, насколько у тебя подвешен язык. Не хочешь сказать пару слов в честь нашей будущей чемпионки? Безусловно, дайте секунду. Я попытаюсь получше сформулировать хвалебную речь. Ты сражалась хорошо. Ты прям как я. Я тоже такие же речи толкаю. И это все? После такого боя твоего внутреннего поэта не удосужилось посетить муза? Ладно, я не буду тебя смущать. Знаешь, многие участники проходили ко мне удивленные тем, что в турнире принимает участие героиня Лиюэ. После тебя хныкала целая прорва новых участников, среди которых оказалось много по-настоящему достойных бойцов. Мне кажется, все они хотят испытать свои силы против тебя. Я даже не подозревал о своей популярности. На самом деле так, потому что вроде бы как... героиня спасла там всех, вся такая классная, но никто толком об этом не говорил, и я не понимала, насколько я такая классная. Все видят в тебе цель, которую нужно победить. Я решила, что буду делать так же. С одной стороны, мы не хотим тратить время и силы на соперников, которые явно слабее тебя. С другой стороны, ты ведь наверняка тоже хочешь сразиться с кем-то, кто больше подходит тебе по уровню. Поэтому я сразу ставлю тебя против полуфиналистов. Что? Но ведь мы только начали отборочный тур. Что у вас тут за система такая, где можно перескочить сразу в полуфинал? Спасибо за подарочек. Спасибо. Ты популярен? Ты популярен. Если капитан Бэйдоу так решила, то ее уже не переубедить. Да и судя по вашим навыкам, вы бы все равно спокойно дошли до полуфинала. Если честно, Паймон с вами согласна. Ладно, я останусь понаблюдать за турниром. Если вдруг появятся достойные соперники для тебя, я хочу узнать о них все. После долгого ожидания ваш соперник в полуфинале. Вот мы и здесь, народ! Сейчас нас ждет настоящее зрелище! Похоже, капитан возлагает большие надежды на турнир. Я давно не видел ее в таком настроении. Твой соперник совершил немало побед, чтобы добраться до полуфинала. Должно быть, он закаленный воин. Может, его сила и не сравнится с твоей, но все же не стоит относиться к нему легкомысленно. Так, не буду. Отлично. Покажи мне, готова ли ты прорваться через шторм, что ждет нас впереди. Ну все, хватит болтать. Болельщики заждались. Найди девушку, которая тебя регистрировала. Она проводит тебя на арену. Давай. Девушка. Твой соперник в полуфинале и первый раз участвует в турнире. О нем почти ничего не известно. Я не сомневаюсь в тебе, но все же порекомендую хорошо подготовиться. Ой, моя Тенра и без подготовки там всех раскидает. У меня что-то живот заболел. Я готова. Тогда следуй за мной. Ты хочешь показать, где арена? Я знаю. Наконец-то наступил момент, который мы все так ждали. Полуфинал! Кто же выиграет на этот раз, герой или черная лошадка? Мне не интересует награда. Ты сильный соперник, я здесь именно для этого. Понял? Давай драться. Ну ты так, конечно, такой... О, бабочка! Прости, мне на бабочку отвлекся.
Бой, конечно, боем, но бабочка важнее, чем драка с тобой. Дурак. Все. Я весь потел. Хорошее ощущение. Признаю, ты одолел достойный соперник. Меня одолел достойный соперник. Мне нужно больше тренироваться. Ты тоже неплохо сражался. Да, Пайман уже начала немного волноваться. Ты бы точно стал самым сильным, если бы у тебя был глаз Бога. Я мечтал получить глаз Бога в детстве. Мне говорили, что для этого нужно быть самым сильным. Но он у меня и так не появится. В итоге я потерял интерес и стал полагаться только на свое тело. Бывало, я побеждал в боях с обладателями глаза Бога. Эта сила была дана им богами. И я этому не завидую. Чего? Спасибо за подарочек. Значит, ты записался на турнир не для того, чтобы выиграть свободный глаз Бога? Нет. Я только хотел сразиться с другими бойцами и увидеть, кто сильнее. О своих ошибках и слабостях можно узнать только из поражений. Поэтому я рад исходам сегодняшнего поединка. Мне не часто приходится испытывать поражение. Ничего себе! Очень сильная речь! Если будет желание, приходи снова сразиться со мной. В следующий раз я буду сильнее. И я тоже. Кстати, а ты знаешь, кто еще прошел в полуфинал? Неужели кто-то сильнее тебя? Не знаю. Насколько он сильный, но говорят, что он необычайно быстр. Поэтому не теряй бдительности. Окей. Не. Ушел. Давай поспрашиваем других участников о сопернике, что нас ждет в финале. Пайман считает, что нам нужно подготовиться. Кто? Ну давай. О! Панторез, рассказывай. А, это ты? Ха-ха! Я смотрел твой поединок, очень впечатляет. А я вот вылетел в третьем туре. Какой позор. Мне не хватило всего одной победы. Ничего, в следующий раз у тебя все получится. Слушай, а ты случайно не знаешь, кто еще прошел финал? Конечно знаю, ведь он меня и победил. Он грозный противник, шустрый и внимательный. Обращает все твои ошибки в свою пользу. Стоило нам мгновенно расслабиться, как я тут же оказался на земле. Смотри на меня. Со здоровяком я бы быстро справился, а вот юркий ловкач мне оказался не по силам. Но все равно, я думаю, что до твоего мастерства ему как до Селестии. Что? Не понял. Так, почему? Что за няшный рейд у меня в чатике? Что происходит? Почему все някают? Вы что, котики все? С ума сошли? Как и только в лоток. Окей. А где Панторез? Этот высокомерный пес. Что, сдался? О, а ты что один? Пайман какая-то слишком грубая. Ну извините. Приветик. А куда делся твой друг? Он пытался отразить удар техникой рассредоточенной силы, но вместо этого получил прямо в нос. Всю арену залило кровью. Его соперник аж сам испугался и спрашивал, почему ты не уклонился. Но он уже начал терять сознание и ничего не ответил. Почему не уклонился? Потому что не уклоняться — это и есть суть боевого стиля Линьшань. Просто он этому еще не обучился. Вас разводят, пацаны, ну серьезно. А как прошел твой бой? Не спрашивай. Я так устал, пока нес его до лодки, а когда вернулся, мой поединок уже прошел, и мне пришлось признать поражение. Не буду ничего рассказывать нашему учителю, иначе он будет отсчитывать нас до конца времен. Простите, я слишком много жалуюсь. Если вы что-то хотели спросить, не думаю, что я смогу чем-то вам помочь. Ладно. Надеюсь, твой друг быстро поправится. Не вешай нос. Да уж, спасибо. Всем привет, Сет, привет. Никакой полезной информации.
Может, стоит поговорить с Бэйдоу? Она-то должна владеть информацией. Восхитительно, твой бой заслуживает похвалы. Я боялся, что ты проиграешь бой, но ведь ты не привыкла к подобным турнирам. Но ты быстро адаптировалась и одолела своего соперника. Это бесценный навык. Проницательно, ты очень наблюдательна. На самом деле, я больше полагался на слух, чем на зрение. Земля... Прошу прощения. По твоими ногами твое дыхание. Но в этом нет ничего примечательного. Капитан Бэйдоу заметила больше меня. Но твое отличие от него я полагал... Но в отличие от него я полагалась лишь на свой опыт. Для тебя это все, что должно быть... Что? Для тебя это все должно быть в новинку. Это точно. Мы хотели узнать, кто же будет нашим соперником в финале. Считаешь, он сильнее того, что был в полуфинале? Не обязательно. Дошедшие до финала участника не всегда сильнее, но зачастую в их технике и стиле боя бывает что-то особенное. А что касается твоего соперника, он полагается на скорость и знает свои сильные стороны. Очевидно, что он прошел через множество битв. Что с тобой? Боишься плохо рассчитать свои силы и проиграть в финале? Мы должны добраться до Инадзумы. В таком случае я хочу кое-что тебе предложить. Давай отойдем в более тихое место. Я до сих пор не представился. В землях Инадзумы я был странствующим самураем. Мы так и подумали, когда в первый раз увидели тебя. Но если честно, по твоим речам не скажешь, что ты любитель размахивать мечом. Я обучался владению как мечом, так и словом. Неужели это плохо? Продолжать учиться на дороге странствий. Не собираюсь хвастаться своим мастерством, но я встречал множество достойных воинов с разных уголков света. И я кое-что знаю о навыках твоего будущего соперника. Для победы над ним тебе вполне хватит своих талантов и пары моих советов. Ну-ка погоди, тебе не кажется, что это слегка нарушает правила? Сбор информации является неотъемлемой частью подготовки к любой дуэли. Это нужно знать своего врага. На пути из Манштата Тенра победила во множестве сражений, а это требует намного больше, чем слепую храбрость. Вот именно! Постой, а откуда ты знаешь? Мы ведь не говорили, что были в Манштате. Думаете, вы не оставили следов на своем пути странствий? Стоп, я уже слышал эту речь, он уже говорил это. В ответ ваш путь оставил свой след на вас. Однако этот след не может рассказывать все, и меня терзает любопытство. Я бы хотел задать столько вопросов. Следуйте за мной, вам нужно отдохнуть после сражения. Не-не-не. Чё за няшность в чате? Так, секунду. Спасибо за подарочек. Секундочку, секунду. Я здесь. Я пытаюсь заболеть. Так. Не-не-не. Сплошные ня в чате. Куда идем? Обратно? Ну, пойдем. Можно? Ну что? На самом деле, бои легкие, но сейчас какой-то кипиш наводит, походу там будет чувак, который применит силу, или он вообще будет с глазом бога. Ранг 39. Теперь, когда мы оказались наедине, позволь мне сразу перейти к делу. Ты умеешь владеть элементами, не одним, а несколькими, верно? Так ты уже знаешь. Пайман сразу поняла, что ты на что-то намекаешь. Все это время ты знал. Да. Если бы другие участники прослышали о твоих элементальных способностях, то это, скажем так, вызвало бы нехорошее недопонимание, некоторые недопонимания. Если не ошибаюсь, ты тоже берешь во внимание этот факт, ведь ты сдерживалась от использования элементов в пылу сражений. Да, ну как ты догадался? Когда я говорю о том, что слышу или вижу в тебе, это вовсе не поэтический символизм. Я использую эти слова в самом прямом их смысле.
самых малых лет, понимаю природу. Я с малых лет понимаю природу. Я слышу дыхание ветра и шепот листьев. И слышу подобные вещи внутри тебя. Вот и все. Звучит бредово, но Паймон почему-то тебе верит. Мои скромные навыки ничтожны в сравнении с твоими невероятными способностями. Человек, не обладающий глазом Бога, способен контролировать... Там краб! Способен контролировать силу элементов. Вон он сзади идет. Краб, еще синий. И твой причудливый аромат напоминает кое-какое таинственное существо. Какое? Расскажи. Эй, хватит оценивать нас по запаху! Не могла бы ты поделиться со мной знанием о том, как обуздать силу сразу двух элементов? Боюсь, я сама не знаю. Я всего лишь прикоснулась к статуе семи архонтов. Исключительный случай. Могу ли я осмелиться спросить, как именно у тебя получается направлять элементальную энергию? Не только в обычной жизни, но и в пылу сражения. Все благодаря наставлениям Паймон. Я ничего не делала, просто сказала ей, что первое пришло на ум. Наше путешествие было долгим и интересным, и каким-то образом она сама потихоньку во всем разобралась. Честно говоря, Паймон и сама не понимает, как это все устроено. Может быть, в таких непостижимых вещах и содержится сущность богов и глаза Бога, которыми они одаривают людей. Спасибо за подарочек. Тем не менее, я все еще хочу удостоиться чести посмотреть на твои навыки, владели элементами со стороны. Может быть, ты сможешь навести меня на нужные мысли? Конечно же, я тоже поделюсь с тобой своими знаниями, чтобы сделать этот обмен честным. Справедливо. Ну что ж, давай проверим, на что ты способна. Давай. Го бороться. Драться будем? Я думал, мы драться будем. Ну хотя да, он сказал со стороны. Так, не бей огнем. Бей. Его не смущает, что это у меня разные персонажи. Пацаны. Так, ей теперь можно вот этого разбить. Так, он на меня блюет. Все? Все. Мне не нравится то, что с квестовых чуваков не падают вкусняхи. Где мой краб? Я здесь видел синего краба. Где он? Куда он делся? Ну вот, упустил краба. У меня в чатике капец не происходит. Твои боевые навыки и правда безупречны. Твоему сопернику не поможет его проворность. Он научился контролировать свое дыхание и равновесие, что позволило ему выполнять невероятные движения. В сражении он всецело полагается на элемент неожиданности. Держи в уме его способность замечать слабые места. И тогда его атаки не предоставят для тебя никакой угрозы. Спасибо, я отнесусь серьезнее к бою. Перестань. Это я должен благодарить тебя за возможность стать свидетелем использования элементов вопреки всем известным законам природы. Все-таки мир полон загадок, и необъяснимое подстерегает на каждом шагу. Ты так интересуешься глазом Бога? У тебя ведь есть свой. Зачем ты стремишься понять связь между глазами Бога и элементами? Я хочу знать, какое значение имеют глаза Бога для самих богов. И что определяет выбор Бога наделить им смертного. Боюсь, что вы тоже не сможете дать ответы на эти вопросы. Спасибо за подарочек. За предоставленную мне честь быть свидетелем таинств мира, я готов ответить на любые ваши вопросы об Инадзуме.
Я хочу знать ответы на твои вопросы. Значит, тебе тоже интересно? Да, тогда давай я тебе кое-что расскажу. Прибыв в Инадзуму, ты быстро узнаешь, что там действует указ об охоте на глаза Бога. Глаз Бога — это дар богов. Теперь у понявших этот мир, теперь у принявших этот дар людей, без объяснений их конфискуют, зачастую не гарантируя их, не гнушаясь и убийствами. Если каждый из 7 архонтов даровал глаз Бога смертным, то значит ли это, что у электроархонта появились сомнения? Глаз электробога не появлялся уже очень давно. Это отражает отношение Сёгуна Райден. Она больше похожа на деспота, чем на архонта. Насколько я знаю, она преследует вечность. Она будет неустанно исполнять свою волю, не обращая внимания на чувства и мысли других. Контракты Лиуэ приносят пользу всем жителям Лиуэ. А какую пользу приносит вечность людям Инадзумы? Само собой, у находящихся под законным замком Инадзумы людей дела идут худо. Очень похоже... Опять синий краб! На поведение той богини, с которой ты столкнулась в начале своего путешествия. О, так вы уже сталкивались с электроархонтом? Это не точно... Это не точно. Течение времени может изменить нас, но не Сёгуна. Она всегда будет там же, где и была. Когда-нибудь я тоже хочу узнать от нее ответ на вопрос вечности. Ну все, ваш финальный бой скоро начнется. Ой, точно! Мы так заболтались об Инадзуме, что Паймон совсем забыла про турнир. Если у вас нет других дел, то мы можем вернуться вместе. Конечно, пойдем. Хорошо, не терпится увидеть, кому же удастся получить глаз Бога. С долгой штукня. Няшный чат. Куда он запропастился? Ничего страшного, давай сперва представим тебя зрителям, Тенра. Слушайте все, внимание! Мы все этого ждали. Финальный бой турнира Южного Креста. После многих сражений и неожиданных событий на сегодняшней арене оказались 2 участника. Сначала я хочу представить вам первого участника. Вы все ее прекрасно знаете, хоть и мало кто видел ее вживую. Она вселяет страх самого Асила, а при упоминании ее имени даже у предвестников Фатуи дрожат колени. Представляю вам странствующую героиню Лиуэ по имени Тенра! Ура! Дождались! Вы все видели, как зрелищно она сражалась в полуфинале. Но официальный бой все еще будет веселее и невероятнее. Финальный, простите. Можно я сейчас на секундочку? А наш следующий участник так и не появился. Интересно, чем он так занят? Нельзя просто так не явиться и признать поражение. Это ведь финал. Всем стоять! Давайте еще подождем. Может, он перепутал время? Если он так и не появится, нам придется отложить бой. Подождите, здесь что-то не так. Капитан, нам следует проверить приз. Коробку с глазом Бога. Тенра, идем с нами. В смысле минус микро? Есть же, все есть. Алло. Так. Посмотрим. Пропал. Глаз Бога пропал. Что? Кто-то его украл? Кто бы осмелился украсть его среди белого дня? Мы не знаем точно, когда его украли. Не ожидала, что здесь кто-то достаточно смелый, чтобы перейти дорогу Бэйдоу. Не стоит беспокоиться, даже самый искусный вор не избежит пристального ока природы.
Его украли недавно, вор не мог уйти далеко. В качестве приза глаза бога предложил именно я. И я должен был за ним следить. И вернуть его тоже должен буду я. Хорошо. Раз так ты настаиваешь, а я пока постараюсь успокоить толпу зрителей и болельщиков. Я хочу, чтобы ты пошла со мной, Тенра, если ты не возражаешь. Пойдем. Подождите, а мы-то на острове? Куда отсюда мог уйти вор? Следуйте за мной. Я чувствую, как меняется ветра. Окей. Всем привет! Приветики, не. То, что жестко задел. Такое бывает. Тенра, кисельчик, что ты кричишь? Что? Ветряной поток? Ба-ба-ба-ба. Поднимаемся по руке ветра, продолжить поиски следов. Я пока смотрел на сундуки, пропустил весь диалог. Но мне надо. Время шло! Время было! Время было! Кто ж знал? Кто? Алло, да кто ж знал, что там время? Специально забайтили меня сундуками, алло. Что, ветряной поток? Ветра подули как раз вовремя. Давайте воспользуемся моментом. Поднимаемся на потоки ветра. Так мы сможем продолжить поиски следов. Забайтили сундуками, вот засранцы. Испытание выполнено. Спасибо, блин. Это ты, пес? Кстати, чего решили вообще проверить на месте главный приз? Что? Потому что я услышал, как его украли. Почему ты тогда не остановил вора? Скоро увидишь. Бум. Бум. Какой ты собака, пес. Так, что в чате? Привет, стример, чатик, всем хорошего настроения стрима. Я сегодня утром обматерил... Далее. Поздравляю, Алекс, поздравляю тебя с дедом. Теперь у тебя есть свой персональный дед. Сундук. Времени же нету. Всем привет. Всем привет. Какой-то одинокий хилличурда стоит, бедолага. Ты чё? У тебя сундук. Ты зачем молчал, что у тебя там сундук? Алло. Вот так. Бум, бум, бум. Все. Так, дыхи. Ба-ба-ба. Алло, ну дайте мне огонь. Ай, ладно. Так, вижу след, не вижу препятствий. Ветра направляют нас вперед, вор на противоположном берегу. Пойдемте. Ты и это услышал? Как оно звучит-то? Как гордыня. Ах, это тот пес! Гордый пес сюда за мной, который в самом начале был. Нас может ждать засада, но я думаю, ты всегда готова к... Па-па-па-па-па. Испытание выполнено. Подождите. Там сундук. Что готовим, пацаны? Мы можем раздувать. Мне в комментах сказали, что я могу воздухом раздувать щиты. Пора поджечь, пацаны. Так, всем привет. Боже, спасибо, что... Почему? Что не так с Инадзуми? Тебе не нравится Инадзуми? Так. Да, умри. Пожалуйста. Спасибо. Так, дайте.
Все. Идем. Бегим. Ребята, они здесь, взять их! Как я и думал, похититель сокровищ. В таком случае позволь мне. Что позволить? Где ты? Ты типа полезный? Ты что-то делаешь? Или ты только на словах? Он только на словах, я его так и не увидел. Показалось. Мне показалось. Я не буду с тобой драться, без обид. Так. Душная. Казуха милаш, конечно. Ну, не знаю. Вы догнали меня, это невозможно. Я даже лодку заранее приготовил, но вы все равно меня догнали. Ни одна лодка не сможет плыть быстрее ветра. Ветра? Ты о чем вообще? А, понятно, твой глаз бога. Проклятие! Если бы у меня только был глаз бога, или если бы я мог пробудить этот... Вы бы меня никогда бы не угнали за мной. Глаз бога тут ни при чем. Ты умело растворился в толпе, но совсем не попытался скрыться от ока природы. К тому же, выбранный тобой путь побега имеет множество недочетов. А еще было забавно слышать твой надменный смех на ветру, пока мы шли по твоим следам. Другими словами, 3 главных залога успешного ограбления — скорость, скрытность и стиль — оказались тебе неведомы. Стиль? Ты! Но больше всего разочаровывает вид глаза бога в твоих руках. Оказывается, глаз бога не отвечает слепо на любые человеческие желания. Ладно, хорошо, я признаюсь. Я давно хотел заполучить этот глаз бога и записался на турнир после того, как услышал, что там будут участвовать только одни никчемные бойцы. Я прошел путь до финала. Так это ты должен был быть нашим соперником на финале? Я хотел выиграть этот приз по правилам, полагаясь только на свои навыки, но потом появилась ты. После твоего боя в полуфинала я понял, что не выиграю. Но я не собирался вот так вот просто расставаться с глазом бога. Не было толку выходить против тебя на бой. Вместо этого я решил использовать свои навыки с пользой, пока вы с Бэйдоу отвлекали толпу. Я был уверен, что хорошо продумал свой путь отхода, но вы все равно меня догнали. Тебе некуда бежать, сдавайся. Проклятье. Все должно было кончиться по-другому. Так, не сопротивляйся, будет только хуже. Ха! Пустые угрозы. Что? Давай глаз бога и можешь идти. Хорошо. Не забывай, что ты дала мне слово, но он все равно не пробудился в моих руках, так что для меня это теперь обычная стекляшка. А ты знал, что по законам моря за кражу вору полагается сломать руки? Что? Ты шутишь? Ты украл главный приз турнира, не явился на финальный бой и испортил репутацию капитана Южного Креста. Остается только выжечь на твоем лбу раскаленным клеймом слово «вор». Подожди, не надо так! Зачем так жестоко-то? Никогда бы не подумал, что вы можете быть такими бесчеловечными. Мне ничего не остается, кроме как сразиться с вами. Ты что, дурак? Ты что, дурной? Ты что? Все, сразился? Дурак. Нет, не надо. Делайте, обоссыте, но не бейте. Делайте, что хотите, но прошу, не ставьте клеймо мне на лоб. Он держался до конца, и даже перед лицом смерти боги не дали ему своего благословения. Я передумал, мы не будем тебя наказывать. Оставь глаз бога и уходи. Что? Ты решил сам попросить для себя наказание? Тебе решать.
Подобная решимость соответствует пути самурая и достойна похвалы. Не-не-не, конечно нет. Спасибо, что отпустите меня. Вы очень добры ко мне. Пайман не поняла. Ты что, просто хотел его напугать? У меня нет страсти пугать других людей. Я просто испытывал все шансы, пока глаз Бога был у него в руках. Будучи загнанным в угол, люди пробуждают в себе величайшие силы. Я думал, что таким образом получится пробудить и глаз Бога. Но, к сожалению, ничего не произошло. Ты планировал это заранее. Да, я хотел понять, возможно ли пробудить угасший глаз Бога. Он решил украсть глаз Бога, и я решил провести на нем свой опыт. Я уже не раз пробовал разные способы в прошлом. Хоть я и мало слышал о пробуждении свободного глаза Бога, но увидев, как ты управляешь несколькими элементами, я решил, что нет ничего невозможного. Давай попробуй ты, посмотрим, сможешь ли ты дать мне желанный ответ. Давай я попробую. Похоже, он никак не отреагировал. Вот как. Даже ты не можешь пробудить глаз Бога. В этом нет ничего удивительного. Думаю, мне придется оставить глаз Бога у себя. А что связывает тебя с ним? Почему ты стремишься пробудить его? Да, поделись с нами историей этого глаза Бога. Эта история начинается со старого друга. Понял. Когда он был моим хорошим другом, однажды он попросил... Это не... Которая называлась... Это невозможно читать же. Я ответил, что его можно увидеть лишь при исполнении божественного наказания. Это вершина мастерства Сёгуна Райден. Символ безграничной силы. А он ответил, должен быть кто-то достаточно храбрый. Всегда найдутся смельчаки, готовые бросить вызов молнии. О, Лисаго, Фокс. Затем был издан указ об охоте на глаз Бога. Все надежды простых людей пошли крахом, когда Сёгун Райден начала воплощать в жизнь свои планы. Пока я скитался с места на место, я услышал, что мой друг вызвал охотников на дуэль перед... Торжественное, но жестокое испытание. Проигравшие подвергаются божественному наказанию, победившие получают глаз Бога. Возможно, он решил, что наиболее достоин сразиться с Моу. Он хотел этого. Когда я прибыл в Тенсяоку, поединок уже завершился. Я слышал приговор божественного наказания. Его сломанный клинок ударился. Подобной славы он не ждал. В последний момент, даже не осознавав этого, я сделал шаг вперед, схватил умирающий глаз Бога и пустился в бега. Я знал лишь одну надежду на то, что нельзя похоронить в холодном... Да, это нереально. Возможно, когда-нибудь я пойму, что это все было бессмысленно. Вот ты не мог также субтитры показывать, но будучи странствующим самураем, я нахожу смысл не только в странствиях и необъятной красоте, что сопутствует им. В моем сердце также есть место пути воина. Казуха. Это то же самое, что сказать «делаю, что хочу». Ладно, нам пора возвращаться. Я могу еще послушать. Не обращай внимания на мои чувства. Но все же, спасибо. Так, вот это больше всего раздражает в игре в катсценах. Ты когда в катсценах пытаешься прочитать субтитры, то смысл понимаешь? Нет. Ну, типа, я могу не вслух читать, тогда пойму. Будет быстрее. Тебе не нужно будет произносить. Но катсцены, да, скорее всего, я не буду, потому что нереально. Ты можешь катсцены только вот когда взглядом охватываешь, чтобы понять смысл. А вот так, чтобы читать вслух, я не могу. Не знаю. Это нужно очень быстро читать. Знаете, как эти чуваки, которые лоты продают,
В Америке показывают же приколы, где они так, так быстро читают. Помогите, что такое? Где мои синие крабы? Почему тут были синие крабы и почему они не у меня? Вопрос, вопрос. Без ответа, без ответа. Беда, беда. Так, тут в ТикТоке один шалун. Кто такой? Кого? Кого забанить? Крабы уже в Инадзуме. Алло. Сундук? А я его как... О, призрак. Пойдем. Ты куда? Я же видел твое место. Ты зачем наверх полетел? Тихо. А, другое. Там еще один призрак есть. А, это не призрак. Все окей. Па-па-па. Куда ты? Я надеюсь... О, бабочка. Я надеюсь, их 3. Только сюжет, только сюжет. Только сюжет и один сундук. Один сундук и сюжет, понимаешь? Мы возьмем один сундук и будет сюжет. Все, мы идем сюжет. На вон тот остров. Сундук сам виноват, что он по пути оказался. Я же не виноват. Сундук виноват. Тенра могу в ТГ прислать шалуна. Да нет, у меня вон Ли, модератор сидит, если она забанит, если там прям шалун. Так, мать. Что? Бэйдо уже ушла? Может, она вернулась на свой корабль? Вы ищете капитана? За ней прислал... Что? Прислала мисс Нингуан? Похоже, турнир Южного Креста наделал шума и привлек ее внимание. Капитан бормотала что-то про то, что Нингуан затычка в бочке и отплыла к Ливе. У нее с Нингуан часто возникают недопонимания. И все же капитан была крайне расстроена тем, что не стала свидетелем коронации нового чемпиона, ведь она очень долго этого ждала. Укравший глаз бога вор оказался человеком, который должен был сражаться с нашей героиней в финальном раунде. Он знал, что проиграет бой, поэтому с осознанием завладела мысль, что его сознанием завладела мысль о том, о краже глаза, простите. Это может значить только одно. Турнир Южного Креста завершается однозначным результатом. Значит, вот как! В таком случае, согласно правилам, он должен быть дисквалифицирован, и наша героиня становится чемпионом. Пайман, конечно, была уверена в нашей победе, но не так она себе ее представляла. Ничего страшного, твоя слава вполне заслужена. Подождите, я сейчас подготовлю медаль. Теперь вы поможете попасть нам в Инадзуму? Думаю, да. Я обязательно передам капитану, когда она вернется. Она человек своего слова. Но путешествие в Инадзуму будет крайне опасным. Весь путь вы будете наслаждаться непрекращающимся штормом. На самом деле, грозный ветра и дождь тоже является воплощением воли Сёгуна Райден — закрыть доступ в свое царство. Погоди, ты хочешь сказать, что она может менять погоду силой мысли? Дамир, спасибо за подарочек. Не будем забывать о том, что она из 7 архонтов. Может, Моракс мог обрушить с небес каменные копья, но то нет ничего удивительного в том, что Сёгун Райден способна призвать вечный шторм.
Нужно подготовить Алькор к путешествию в Инадзуму, поэтому вам придется немножко подождать. Вас уведомят о том, что все готово. А я тем временем собираюсь отправиться в свое собственное путешествие. Я пойду по землям Лиюэ в надежде найти способ пробудить глаз Бога. Паймон уверен, что у тебя все получится. Спасибо. Да будут наделены смыслом наши путешествия. И кое-что напоследок. Возможно, самая трудная часть пути ждет вас еще до Вечного Шторма. Почему? Почему? Что скрывают? Медаль. Медальку дали. Так, тут же Эшли нету, да? Хоп! Все. О, засада от лисы! Ух, какая Эшли коварная. Посмотри на нее. Заманила к пацанам. Капец. Хотел мясо покушать, а она. Зато Фокс есть. Ну, Фокс это... На шашлычок его и все. Так, пацаны, я с вами... А вы тоже сундук дадите? Говорите честно. Дашь сундук? Не дадут? Я вас зачем убивал, олох? Так, ладно. Что? Это что? Поднять паруса. Прошло уже достаточно времени с тех пор, как вы договорились с Бэйдо отправиться. У меня вопрос. Мне нужно сейчас вернуться на корабль и отдать пацану ракушки? Или сейчас этот квест начнется, и он там будет, и я смогу ему все это отдать? Как это работает? Я взял у пацана поручение. Он сказал, корабль там будет потом. Окей. А я это нравится. Что такое? Так, подожди. Катерина? Катерина мать? Другая. К звездам и к безднам. Чем могу помочь, путешественница? О путешествии в Инадзуму. Ах да, я слышала, что ты уже договорилась с капитаном Южного Креста, и они отвезут тебя в Инадзуму, верно? На самом деле, я так давно не была в тех краях, у меня нет никаких полезных сведений для тебя. Вот ты где! Ты путешественница, которую Бэйдо повезет в Инадзуму, да? Хайлун, это не тот чувак-капитан, с которым мы пытались поговорить? Я весь день тебя жду. Ой, да? Хе-хе. Большая честь встретиться с тобой. Мы заканчиваем пополнять припасы. Как только команда будет в сборе, можно отправляться. Да он. Ух, пес какой, слышишь ты? Капитан Бэйдо прислал меня за тобой. Отчаливаем сразу, как ты поднимешься на борт. А Бэйдо держит свое слово. Конечно, капитан, очень принципиально во многих отношениях. Вы и сами в этом скоро убедитесь. Так вы отправляетесь? Тогда можно вас поздравить? Куда бы ни завело вас путешествие, к звездам, высотам или в глубины бездны, каждый шаг — новое достижение. До скорой встречи, попутного ветра. Мы будем по тебе скучать. По ней не будем. Вот Манштадтской Катерине мы будем скучать. Катерина. Ох, так не хочется расставаться. Мы ведь каждый день почти видимся. Ну тогда по прибытии сразу отыщите меня. Я буду ждать вас на островке на Руками. Ну то что... Так в Инадзуме тоже есть Катерина? Ну тогда тогда нечего сопли распускать. Думаю, вам пора прощаться с Лиюэ.
Я свое дело сделал, и мне пора обратно. Корабль стоит на якоре рядом с каменным лесом Гуань. Хорошо, спасибо за что такой путь проделал ради нас. Просто выполняю приказы. Увидимся на Алькоре. Так, интересно, что делал путешественник в этот промежуток времени. Очевидно, занимался бунком Хиличурлом. Ну, кстати, мы с Хиличурлами же пообщались тогда с помощью этой мелкой. С помощью этой Маск. Элла Маск. Вот. Они достаточно нормальные пацаны. Мы с одним подружились, он танцевал, радовался. Потом с одним поговорили, точнее, с группой поговорили. Но они были не очень дружелюбны, потому что я их там обозвал, походу. Вот. Ну, а так-то было все норм. Так. Почему? А, потому что он не отслеживает, да? Отслеживает. Вот. Поднять паруса. Просто на всякий случай. Так вот. Погнали. О, ну, ладно. Сюжет. А, нам же наверх. Вы над Зуму. ТП на корабль? А, можно? Подожди. А, о. Ебой, мы выходим на новую эру, да. Так, ну-ка теперь как ты будешь общаться? Ты кто? Опять этот пес так же. Хайлун, пошел ты, собака немытая. Так, пес мелкий. Ты нашла звездные ракушки? Нашла. Ого, спасибо тебе. Подожди немного, я кое-что сделаю. Тетя Инсин научила меня делать игрушки из звездных ракушек. Ага, теперь вот так. Малышу Юйдо удалось... готово! Вот так. Могу я попросить тебя отнести это Чан-Чан? Хотя мне очень хочется самому отдать ей этот подарок, но Бэйдоу вряд ли вернется скоро. А когда вернется, возможно, нам придется тут же отчаливать вновь. Эх, кажется, в этот раз попасть в город не получится. Надеюсь, Чан-Чан не будет сердиться на меня. Ты, мелкий, вообще зачем тут на корабле нужен? Где? Давайте отдадим Чан-Чан, чтобы она не грустила. Что, поговорите с Тимми? Тимми снова грустит? На этот раз не из-за улетевших... Подождите! Это же манштатский Тимми, алло. Бросаем... А, стоп, это Дейлик. Сокровище дается. Чан-Чан, вот. Одинокий корабль Гуй. Что? Почему 3 точки? Подожди, а они на корабле? Не понял. Могу общаться. Инсин. Что? А напугал тебя Джунзоу? Не принимай близко к сердцу, характер у него такой. К тому же он плохо слышит, поэтому говорит громко, но он хороший человек. Ладно, если у тебя есть свободное время, не могла бы ты мне помочь? Мы наконец-то причалили к берегу, но Бэйдоу ушла в город и до сих пор не вернулась, а Джунзоу ради безопасности не позволяет нам сойти на берег. Когда мы были в городе, в прошлый раз я авансом заплатила Болаю за кое-какие товары и собирала забрать их, когда мы пришвартуемся. Пришвартуемся здесь в следующий раз. Пожалуйста, передай Болаю, короче, Аблаю. Это письмо, он поручит кому-нибудь отнести мне эти товары. Я сделаю. Благодарю. Чувак наверху и... Кто еще? Это прям... Так.
Мне сказали, что здесь есть лестница, но я не вижу. Там сундук? А, там сундук! Хотели спрятать от меня, алло. Весь час сюжет. Так, они не могут там без меня... А, я не могу отменить, да? Они же не могут. Ай-яй-яй. Это лестница? А, это лестница. Вот. Цветочек нашли. Так. Ну сейчас, ну блин. У тебя, Днюха, поздравляю с днем рождения тебя. Мне же надо выполнить вот это поручение. Мы успеем же, мы же успеем. Мы же, осталось нам доплыть же только, нет? Это же так работает, я надеюсь. Мы сейчас быстренько нажмем, будет кат-сцена, мы доплывем до Инадзу. О, мы... Пожалуйста, бей. А, все нормально. Не шевелись. Не двигайся, не дыши, мать. Все нормально. Так вот. Откуда ты взялась? Зачем так незаметно подкрадываться? Могу я чем-нибудь помочь? Ты мне ничем не поможешь. Иди туда, откуда пришла. Людей, хулиганящих на борту, ничего хорошего не ждет. В смысле? Подожди. Я же видел здесь точку. Я что, с ума схожу? Я не понял. На ком точка-то? А, не две там. Простите. Нет, тут как в РФ будешь ждать 15 минут. Нет, в РФ не 15 минут, в РФ тебе придется полчаса ждать. Ну, в сумме. Так, Чан-Чан, мать, привет. Малыш Юэ до сих пор не вернулся. Это подарок от малыша Юэ. Малыш Юэ вернулся? Почему же он не пришел сам? В прошлый раз он сказал, что придет поиграть со мной, но это было так давно. Он пока не может сойти на берег. Ладно, в прошлый раз он тоже так сказал, и тогда большой-большой высокий дядя принес мне подарок от него. Но ничего не поделаешь, он наверняка не может сойти на берег из-за Бэйдоу. Но все равно спасибо, что передала мне подарок. Пожалуйста, поблагодари его за меня. Когда папа вернется, я попрошу взять меня с собой на тот корабль. Раз он не может прийти ко мне, то я приду к нему. Вот так. Ты молодец. Только вам там обоим делать нечего. Алло. Я не смотрю на него. А где? А, внизу. Ага. Прошло так много времени. Почему никто до сих пор не пришел? Так, это тебе от Инсинь. На этот раз ты разносишь письма. Тот господин не пришел? Что? Какой? А, длинный, высокий. Он не с тобой, так? Фух, ладно, заказ готов. Я поручу кому-нибудь доставить его. Я могу, я же все равно туда. Каменный лес Гуань. Это довольно далеко. Возможно, мне придется брать лодку, чтобы добраться до туда. Денег, которые госпожа Инсень оставила в прошлый раз, должно хватить. Да я могу отправить, доставить. Алло. Мне же не трудно. Ох, чатик. Ой, беда. Ой, беда. Раз, два, три, четыре, пять. И это те, которые мы видим, да? 6. Да. Ну ладно. Кисельчик, пока-пока. Ты передала подарок, Чан-Чан? Прийти повидаться с тобой. В прошлый раз она говорила то же самое. Сказала, что папа возьмет ее на корабль. Но ни Бэйдоу, ни дядя Джунзоу не позволяют чужакам подойти к кораблю. Эх, так или иначе, спасибо тебе за помощь. Не грусти.
Вырастешь, потом будет все нормально. Ты доставила мое письмо? Да, конечно. Спасибо тебе за помощь, иначе мне бы точно пришлось бы просить Джунзоу отнести письмо. А он точно перепутал бы Болая и вернулся бы за мной, чтобы я лично объяснила, что происходит. Ну окей, кто еще? Вон туда. Андрей, спасибо за подарочек. Блин, Нет! Вы наконец-то пришли! Все эти годы, хоть и в буре, хоть и в ливне, флот Южного Креста всегда отправлялся вовремя. Другой бы уже любовался удаляющимися парусами с берега. Прошу прощения, капитан. Для меня большая честь быть на борту. Не напрягайся, я пошутила. Вы как раз вовремя, команда только что закончила последнее приготовление. Ну, раз все в сборе, мы отправляемся в страну, окруженную грозами и штормами. Страну вечности! Поднять якорь! Здорово, братец, привет. А можно я скрою чатик для превьюшки? Какая хорошая превьюшка будет. Ты случайно не заболеваешь голосом, ты что-то не то. У меня першит немножко такое, но как бы вроде нормально. Всем привет, это я Красик. Здрасте, Красик. Какая модная, классная. Вот эти стримы, они прям богатые на превьюшки, это радует. О, какая ты классная. Ой, молодец, на превьюшку пойдешь. Я бы прокатился на таком корабле. Преодолев бушующий шторм, Алькор наконец-то прибывает в порт. А нам не покажут шторм? Ух ты. Блин, это напоминает, кто играл в World of Warcraft, когда вели Пандарию, там был остров. Очень сильно напоминает Пандарийский остров. Но мне нравится. Ты доехал. Еее! Как же душевно, да, очень. Спасибо за подарочек. Привет. Он у меня есть. Наконец-то вы доплыли. Я у вас уже заждался, капитан. И у нас тут пару зайцев. Дорогих гостей. Это все из-за вашего всемогущего Сёгуна. Вокруг... Спасибо за подарочек. Штормы вокруг Инадзумы усилились. Прорваться-то мы прорвались, но задержались из-за погоды. Давай я вас представлю. Это Тома, торговый партнер, с которым я недавно познакомилась. А вас, знаете, он мне Фокса напоминает. Уже давно жду. Спасибо за подарочек. Тома, эти двое... Уже наслышан. Ведь слава бежит впереди них. Даже штормам не заглушить слухи об их подвигах. Слухи, конечно, преувеличены. Да, какой, мы же всех поубивали. Приятно познакомиться, Тома. Хе-хе, как приятно слышать. Вот так и славненько. Ой, вас надо вернуть. Тенра, Тома давно уже на Риу крутится. Можно сказать, что он местный авторитет. По любым вопросам обращайтесь к Томе. Если он попытается вас дурить, то будете иметь дело со мной. Будет иметь дело со мной. Не волнуйтесь, я уверен, что мы отлично поладим. Хорошо, если все в порядке, то мне пора. Я не хочу, чтобы меня тут застукали. У нас на корабле еще разыскиваемый преступник прячется. Серьезно? Так, я не понял. Конечно. Точно, Казуха. До встречи, путешественница. Помни, с каким штормом тебе
с какими штормами тебе бы не пришлось столкнуться, борись до конца. Я буду по тебе скучать, ты классный. Попутного ветра, капитан Бэйдоу, пока. Пока, мать. Так, а теперь нам надо вас зарегистрировать на пограничном пункте. Пайман думала, что мы тут тайком, мы просто сами пойдем в лапы правительства. Спасибо за подарочек. Не надо недооценивать указ Сококу. От проверки сокрытия никак не удастся. Так что придется играть по правилам, даже когда сами же и собираетесь их нарушать. Тогда ладно. Окей. Так. Инадзума! Мы сделали этот чат. Боже, сколько это заняло времени. Так, сейчас мы... О, фоточка. Фоточка. Вот теперь вы меня не остановите. Теперь я буду... О, девятихвостый лист. Почти. Кость там. Спасибо за подарочек. Консти. Как правильно читать линк? Подожди, а телепорт надо открыть. Почему он у меня открыт? Я не открывал. Подставы. Тут будут электроклы, да? Что такое? Что у тебя тут лежит? Можно своровать? Ой, прости. Джонс! У тебя очень имя странное. Ну хотя ты, может, приехал. Ах, если бы я знал, что так будет, я бы не согласился на эту работу. В чем дело? Я сожалею, что меня угораздило приехать в Иназуму. До этого я подрабатывал в Терновом порту, а затем я столкнулся с людьми из комиссии Канзё, которые набирали моряков. Их руководитель сказал мне, что это будет легкая работа и что она хорошо оплачивается. К тому же я смогу побывать в Инадзуме. Из-за блокады обычные люди не могут приехать в Иназуму. Только грузовые суда, связанные с комиссией Канзё, могут пробиться. Я решил, что это может быть хорошей возможностью, так как я смогу побывать во внешнем мире и заработать немного денег. Поэтому я сел на корабль вместе с ними. Кто бы мог подумать, что по приезде сюда у меня даже не будет возможности свободно гулять по городу. Эта работа тяжелая и утомительная. Я даже не могу вернуться в Манштадт, пока не закончу... Манштадт, у нас там Дейлик. Закончу работу здесь. Что это за вздор? Смотрите, какая там селедка плавает. Фиалковая дыня. Рыбалка. Дяк. А он не показывает, кого я могу ловить? Давайте. Я, правда, уже не помню. Я не помню, как ловить рыбу. По-любому забурлит. Можно большую? Давай, большая. Во, хочет. Кусь. Ну, почти. Давай. Хопа! Тут же надо держать. Все, я вспомнил. Напряженный момент. Так. Аня Мика говорит фиолетовую наживку для большой. Окей. Так, как ты решил лаги? У меня Вермир говорит, Тенра проблемы принял были другие. с компом. Принял дыры? Нет, я же сказал завтра. Ну или сейчас, давай сейчас. Эшли говорит, убил лисичку? Нет. Я не поняла. Ола Тенра. Кто убил лисичку? Не Кирлив знаю, кто. говорит, озвучка чата. Хутал говорит, Все получится, привет, все Уэйвенскин. получится. Так, Вермир как говорит, поменять? аура. Вот. Фиолетовая. Утвердите. Пацаны, смотри, что есть. Какой ты шустрый. Туда. Фалиел говорит, привет, Тенра. Привет.
Эндрюс говорит, вообще большие лупоглазые и в Монде или Юе были. А я их как будто бы первый раз видел. Геншина зависимый, говорит Тенра, ты смотрел Наруто? Да, конечно. Я бы сказал, даже не раз. Эскервизит говорит, Фолиел говорит, да и Кирару, Надзума дошел. спасибо. Да, вот Молодец. только приплыли. Аня Мика говорит, Наруто, это круто. Ой, она еще и декоративная. Но она мне визуально не нравится. Так, выходим, да. Чуть-чуть побаловались и окей. Ой, здесь рыбачить можно. Или это туда? Это, наверное, туда. Кирлив говорит, Наруто, это вообще кайф. Эндрюс говорит, Наруто, да ты бани. Да ты боё! Натали Фелови говорит, тут за рыбалку очень хорошие копье дают. О, дневники дали. И это хорошо. Сейчас я вокруг пробегусь, посмотрю, что здесь. Эшли вообще. говорит так, сразу Спасибо скажу, за увидишь подарок. лис, на них иммунитет, они все мои, поняв. Понял. Я проверю их иммунитет. Нойзи Факс говорит, давай иди по сюжету, до Тибая. Да ты боё! Подождите, Нойзи да ты Факс боё. говорит, тебя с острова не выпустят без документов. Кирлив Харрисон. говорит Саски. Подождите, мне тут Эскавизит Харрис. говорит, а мое уведомление скипнуло. Какое? Хутао говорит, приветики, Виктори Хинт. Приветики. Так, Аня Мика говорит, Дамир. Спасибо за подарочек. Харрисон. Эшли говорит ТСС, не спойлери Фокс. Тише. Вы здесь часом не для того, чтобы затариться. Тише, говорите тише, я покажу вам настоящие небесные блага. Ты чё? Алло. Харрисон, ты чё? Небесные блага? Именно, товары международной бакалеи. Это продукты премиум-класса, импортированные от торговцев со всего мира. Они у нас есть всех видов и категорий. Я уверен, что вам обязательно понравится какой-нибудь из них. Спасибо за подарочек. Дамир, а вы не слишком самоуверены? Тсс, у стен есть уши, друг. Это импортированные товары. Никогда не слышал ничего ни о какой контрабанде. Я вижу, что вы тоже чужеземец. Вы понимаете, о чем идет речь, верно? Спасибо за подарочек. Если вам что-нибудь понадобится, почему бы и нашему брату не подсобить? Это? Искренность очень важна в деловых отношениях, не правда ли? Просто отнеситесь к этому как к подарку друга. Взятку даешь, собака. Удача улыбается тем, кто рискует, верно? Еще увидимся. Че ты дал? Че дал? Что, указание о золоте? Какой-то барыга приехал тут. Ладно. Подожди, а почему там... блин, на корабле вопросик. Или не на корабле? Ладно. Потом закроем, чё уж. Где у нас там основной квест? Исповедь чужестранца. Пойдемте исповедуемся, чё? Кираруш, получишь. Доска объявлений. Кьёко, ты мне нравишься. Я чужестранец, только что прибыл и ничего не понимаю, но это не страшно. Пока плачешь стражи Мору, они держат закрытыми и глаза, и рты. Можем встречаться, когда захотим. А я наверху Моры, я на нехватку Моры не жалуюсь. Ну, точнее, не жалуется мой отец. Понял. Кагаяма. Ох, хоть имена стали попонятнее, попринятнее. Здравствуйте. Сообщите свое имя, род занятий, цель визита. Ну, кроме тебя, Тома. Вы здесь, похоже, недавно? В чем дело? Сообщите требуемые данные, я задекларирую все грузы. Мы приехали торговать вином и рудой. Мы ищем моего брата. Давайте, у нас есть руда, мы с Манштата приехали. Алло. Спасибо за подарочек.
В настоящее время только члены Международной торговой ассоциации могут заниматься импортом и экспортом товаров. У вас есть удостоверение с собой? Это мы... Извините, но мне придется попросить вас. Спасибо за подарочек. Кошачий нет. Вот их документы, ознакомьтесь, пожалуйста. А ты раньше достать не мог? Я просто хотел посмотреть на вашу реакцию, прошу прощения. Вот оно что, документы в порядке. Добро пожаловать на Рита. Фух. Куда теперь пойдем? Инспекция по делам чужеземцев. Здесь только проверяют разрешение на въезд. Если хотите остаться на Рита, то нужно зарегистрироваться в инспекции. Ох, и впрямь все очень строго. Ну, если уже уж иностранцев в Инадзуме называют никак иначе, как чужеземцы, гайджины. Сразу видно в Инадзуме с указом Сукоку иностранцев не жалуют. Даже на Рита, где создали ослепление для... Что? Поселение для чужеземцев. Даже если нам не рады, выбора у нас нету. Мне нравится твой настрой. Мы точно с тобой поладим. Дамир, спасибо за подарочек. Ладно, пошли в инспекцию. Чисто сон. Все по талону. Большинство из этих правил были установлены администрацией Рита, комиссией Кандзё. Кирару, спасибо. Спасибо. Комиссии Кандзё? Да, это одна из 3 комиссий Надзумы. Она отвечает за приумножение богатства страны и управление им. А вы, правда, не слышали? Ну, слышали о 3? Ну, не так, чтобы прям в подробностях. Ну, ладно. Я потом буду со всеми говорить. Если честно, у меня горло уже... першит и уже побаливает от того, что я много говорю. Поэтому я с побочными пока не буду читать. Чисто матернулся с... Эй! Не пиши такое. И он говорит сока, а не то, что ты написал. Так. Учись тендеры. Да, надо. Я как бы не болею, но вот это дурацкое состояние. Очень напоминает улочки Японии. Что? Теха. Теха. Что такое теха? Прикольно. Ну, мне пока визуально здесь нравится. Пока прикольно. Мне бы открыть... О, телепорт. Мне бы открыть здесь статую, чтобы карта открылась. Было бы хорошо. Что? Ли. Так, что я подобрал? Вырванная страница рассказы улицы Токки. Пролог. Когда у вас окажется все 10 страниц, вы сможете собрать рассказы улицы Токки. Кстати, нам нужно... Прощение. Нам нужно будет... Что это напугал? Почитать книги, которые мы открывали, потому что мы новые... Ой, как красиво тут. Очень красиво, мне нравится. Я сегодня без колокола, да. Можно бахнуть в колокол? Нельзя. Это клан Учиха здесь живет, по-любому. Все понятно. Мать, Юрика, показывай Шаринган. Не воруй мои техники! Слышишь ты?
Вы получили разрешение на въезд, так? Теперь нужен вид на жительство. Для двоих? Да, пожалуйста. Хорошо. Пошлина за оформление 2 миллиона моры. Ты что? Ты что, употребляешь? Ты употребляешь что-то, мать? Какие 2 миллиона? 2 миллиона за оформление? Серьезно? Все верно. Миллион с человека, итого 2 миллиона. Она не человек, она летающий призрак. Призрак ребенка. Я не могу завершить так. Не беспокойтесь, я все правильно посчитала. Да не в подсчете дело. Эти двое мои друзья, думаю, мое лицо вам знакомое. А, господин Тома, это вы. Для ваших друзей 400 тысяч будет. Достаточно. Все равно вот эта скидка. Огромное вам спасибо, госпожа Юрика. Но это ведь всего лишь пошлина. Если за них будут платить я, то и 600 моры будет достаточно, полагаю. А я приглашу вас на обед. Годится? Ты чё? Так торговаться нельзя. Конечно, цену надо снижать, но... Хорошо, как скажете, господин Тома. Я сделаю запись в регистрации. Хе-хе, большое спасибо. Местный засранец. Видно, житель списка... Что? От 2 миллионов моры до 600? Люди здесь явно как-то не очень относятся к деньгам. Кажется, дело здесь не в деньгах. На самом деле все очень просто. Пошлина за оформление — это лишь фигура речи. В инспекции считают пошлину своим заработком. Вопрос только в том, сколько они смогут выбить. Так что если вдруг им попадется в лапы какой-нибудь несчастный иностранец-купец, который не может за себя постоять, они из него все вытрясут. Верно. В такие моменты очень важно заручиться поддержкой местного друга. Это чистой воды притеснение иностранцев. Неужели никто им не даст отпор? Иностранцы вдали от дома в Инадзуме, в закрытой стране, мало что можно сделать в такой ситуации. Инадзума, привет! Привет! Приветствует. Здрасте. Единственное, что остается заморским торговцам, держаться вместе. Так и возникла Международная торговая ассоциация. Так ее сами иностранцы создали? Да, и она не только продвигает коммерческие интересы, но и предоставляет иностранцам, которые пытаются выжить в Инадзуме, помощь и поддержку. Можно сказать, это ассоциация, которая в равной степени посвящена и искусству торговли, и навыкам выживания. Тогда как иностранцу встретиться с... Это похоже, что для иностранцев в Инадзуме просто выжить — это уже достижение. Понятно. Так вот зачем вы приехали. Да уж, для иностранцев цель грандиозная. Все-таки Сёгун Райден величайшая и почтеннейшая во всей Инадзуме. Она богиня, правящая на недосягаемой высоте, а остальные могут лишь взирать на нее снизу вверх. Я все равно найду способ. Я хотел сказать, что в этом мире невозможно предугадать, кого ты встретишь. Кто знает, может быть, однажды ты столкнешься с Сёгуном Райден, прогуливаясь после обеда. И какова вероятность такой встречи? Ладно, скажу прямо. Я знаю способ познакомить тебя с Сёгуном Райден. Правда? А оказывается, авторитет у Ирито и такое по зубам. Если задействовать все мои ресурсы, то способ найдется, но сначала... Связи — это очень дорогой товар, понимаете? И ты туда же! Нет-нет, за этот товар платить морой не надо. Телом? Я могу тебе дать пайму на часик, но не более. На самом деле, вам вообще платить не придется. Я понял. Придется просто, если хочешь получить желаемое, то помоги другим.
Мой принцип решения проблем. Чтобы все были довольны. Очень красиво рассказываешь, Поэмон, поняла. Ты посредник и торгуешь услугами, чтобы все были должны. Так. Так к успеху пришел. У меня такое ощущение, что вы меня теперь принимаете за афериста какого-то. Ну и ладно. Дело такое. Как я уже говорил, члены Международной торговой ассоциации отчаянно пытаются выжить. Но в последнее время дела идут все хуже и хуже. Сходите и разузнайте, не сможете ли вы чем-нибудь помочь. Главу ассоциацию зовут Курису. Он самый хороший друг. Поговорите с ним, а я подожду вас здесь. Понял? Так, куда? Сиси. Здрасте. Здравствуйте, Сиси. Ой, простите. Не хотел вас толкать. Так, членов... Так, давайте мы про членов этих узнаем чуть позже. Мы сейчас бегаем к нашему дружочку-другалечку. Я руку сломал, до Нового года играть не буду. Ты меня обгонишь, бро, удачи. Глори, я надеюсь, твоя рука заживет, у тебя будет все нормально. Так вот. Еще кого-то забанят? Кого забанят? За что? Так, персонажа же зовут Сиси. Оло. Я же не виноват. Ба-ба-ба. Так, что с Тимми? Тимми? Ты чё грустишь? Ты чё приуныл? Опять ты? Ты снова распугала всех голубей. Я же их кормил. Что ты наделала? Прошу прощения. Мама говорит, что по-настоящему прощения нужно просить делами, а не словами. Эти голуби мои друзья. Я кормлю их каждый день. Но недавно утки стали отбирать у них еду. Теперь мы... Подожди, это то же самое. Конечно. То же самое, мы уже это читали. Отдайте пшеницу Тиме. Да. Скорми это все уткам на озере. Ну да, мы это делали. Получается, Тимми нас развел, да? А ты убей уток? Ну, как-то не знаю. Блин, жалко уток же. Так, ты что? Что? Ты что, утка? Чисто булит? В КС я не буду играть, я понял. А в воде я не могу. Ну да. Прирожденный снайпер. Да, я такой. Так. О. Ниже надо стрелять. Типа баллистики, всего этого нету, да? Есть. Я попал! Утка! Все? Но опять же, я вот сейчас попал. Куда? Оно все. Мне надо найти эту утку, да? Угу. Всех уток надо убить? Так.
Да, в смысле, надо ей прям в ноги стрелять? Попал? И чё мне теперь? Мы с тобой на паре всех разнесем. Я всех убил? Ну я никого, все, уток всех нету. Да за что? Не, я этот квест уже так выполнял. И все. Мы сказали убить, и я так понимаю, так будет продолжение квеста. Ну, не знаю. Мне уточек больше жалко, чем голубей, если честно. Голубей тоже жалко, но как бы уточки есть уточки. Я хочу посмотреть, вон там горит. О, сундук. Сейчас уже все равно конец стрима, поэтому я решил отклониться от сюжета. Ничего нету. Так вот, гриб. Ой, какие тут рыбы. Рыбалка. А чем их... Как понять, чем ловить, я не понимаю. Распределенная жилка, сделанная так, она очень быстро отмыкает при попадании в воду, оказывается невероятно. Так, за простые приготовления. Вот, для ловли ризи. А как мне понять, кто там? Клюшек. Ну вот, давайте червяка попробуем. Рыбабочек. Но это не похоже на рыбу-бабочку. Угу. Давайте попробуем вот это. Боб. Пацаны. Вы такие классные, давайте. Давай. Молодец. Нравится? Нравится? Ешь! Тебе ж понравилось. Последнее. Сейчас. Они типа не будут, да, есть? Ешь! Ешь, собака. Не нравится. Ага. Пацаны. Да мелкая, уйди. Рыба прям как-то разборчивая. Ну извините. Давай. Хоп. Но она легче ловится, чем та большая рыба. Хотя выглядит поприятнее. Бум. Так. Давай, буду дружить. Ну давай мелкую, мелкая, давай. Ешь. Не нравится, да? Так, давайте я вас включу пока, чтобы вы не молчали. Ну... Эндрюс говорит, не рофлю. Простите, я на чат засмотрелся. Аня Мика говорит, мелкие оранжевые кругляши едят, а прыгающие рыбки для чайника. Понял. Куда ты полетела? Она сама полетела. Кирору говорит, рыбалка нравится. О, во. Так, не, пойдем. Кто? Кого я подобрал? Краб.
Как здесь краб? Керлиф говорит, Тенра признанный рыбак. Я такой. Так. Надо будет потом еще подготовить. Кстати, я вне стрима захожу, собираю монетки из чайника, ставлю там на крафт некоторые вещи. Он мне там даже чуть... Я добавил еще некоторых вещей. Вот, так что чайник я не забрасываю. Что ты наделала, утки? Они, бедные утки. Всех мастей. Это обещательно. Я сделал это ради голубей. Уходи! Говорит, Я больше не хочу тебя видеть никогда. Я все расскажу маме. Вы что наделали? Эскрвизор Чатик говорит собаки. Готенра. Эндрюс говорит, топовое копье получишь. За что? Керлиф говорит, а я кто-то говорил, что не карпов будет этих трогать собирай. белочек и лисичек. Красный-синий. Епролай говорит, Все ахахаха. окей. Аня Мика говорит, хехи фейс вистонкня. Я вас забаню всех. Киреру говорит, Так. бедного ребенка, ты зачем? Да это чат все. Эндрюс говорит, топовое копье получишь. Понял. Что такое у меня здесь? Мне ее качать? Нойзи Факс говорит, хе-хе-хе, ты теперь убийца. Вот вам и почетный црыцарь. Реально. Шин вами разочарована. Натали Фелови говорит, зато дальше сюжет пойдет. Эскрвизард говорит 2 часа 5 минут и 40 секунд стрима. Мгм. Керлиф Звездам и говорит, безднам. Добро пожаловать в точно гильдию меня искателей предложила. приключений. Награды. Усер Вот. говорит, Тенре, покажи персонажей ПЖ. Сейчас Нойзи покажу. Факс говорит, а по делу теперь может прокнуть новый дейлик. Окей. AIO Домино HAN Всё. говорит Тинр. Что? Что ты кричишь? Так, все получается. Давайте мы переместимся в чайник. Васки Керс говорит клэпинг хендс тамс ап. Керлиф говорит круткие. Да у меня буквально пару Эскрвизард кнопочек. говорит го почти 40 ранг. Так, Керлиф говорит нужны крутки. Подожди, чтобы войти в Эндрюс чайник говорит не безмятежности, может, что? а прокнет. Задание? Серьезно? Из-за задания я не могу телепортироваться? AUIO Домино А я не могу. HAN говорит ничего, я просто давно тебя не видела. Понял. Я здесь. Так, ну что, нажимаем вот сюда. Вот, у нас есть 3 круточки. В сумме. Здесь ничего. Дубина переговоров. И дед. AUIO Домино HAN говорит грамматика клэпинг Чёрная хинтс кисть. клэпинг хинтс грининг фейс вис суэт. О. Что-то выпало. Око Тетя Эй, сознания. я ем детей говорит выбил Невилета. Нивелета вроде есть. Так, давайте посмотрим. У меня есть Чиори, Дехя, Эндрюс говорит Фишель. Анлука Малука. Сахароза, Барбара, AIO Домино Нахида. HAN говорит какая Линет. милая озвучка. Дори, спасибо. Яу-яу, Времени говорит, я также делал, убивал уток, ха-ха-ха-ха. засранец. Ее. Сын Монолита О, я говорит могу меня. возвысить. Мне возвышать ее Аня или Мика нет, я не говорит, еще понимаю. курточка есть, за блеск. Ну, допустим. Я Вара не хочу ее говорит, хай. качать. Она все равно бесполезная. Хай. Васки Карс говорит, уинкинг, фейс клэпинг, хендс. Так, у нас тут что? AUIO Ничего. Домино HAN говорит, ладно, пока я побежала. Давай, созвездие. Усер говорит, да. Ой, а как много созвездий у меня тут открылось. Я не понял, как так вышло. Эскрвизард говорит, осуждаем это как хочешь. Керлиф говорит, Тенра в последний день баннера. Прикиньте, мне Паймон крутки на Джунли подарила. Такое бывает. Усер говорит, Тенра не бывает бесполезных персонажей. Ой-ой. Не знаю. Эскрвизард говорит, ой, осуждаем, там не должно было быть. Так, Нахида, Линет, Дори, Яу-Яу, Мона. Эндрюс говорит, года будет Ноэль. хорошим персом, когда Гора. доберется до Дендра. Так что можешь качать. Ну, не знаю. Нойзи Факс Кейзю. говорит, созвездие на года дали Кея. за сюжет.
Розария. На Талифелове, говорит, будет Арарон. несколько квестов, где придется драться только года. Сара. Сетос. Шинобу. Лиза. Калей. Кандаки. Как это повысить уровень? А ты как... Отстань от меня. Цинцю. Цинцю. Шевриос. Тома. Эндрюс Янфэй. говорит, но раз у тебя нахида есть, Сен-Лин. то можешь забить. Эмбер. Камин. Все. Вот и все. Фремени говорит, я сегодня проснулся в 2 часа ночи Прикольно. из-за того, что болела голова сильно. Плохо. Ну что, я вас мучу. Так, чатик, в очередной раз всем пока. Прокачать сенсию не надо мне. Все, чатик, большое спасибо за ваши лайки и подписки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Всем до встречи, скорее всего уже до завтра. Не уверен, что будет завтра с утра стрим, но посмотрим. Просто у меня есть там другие немного планы. Вот. Всем большое спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Все, пишите пока мне, пишите пока чатику, и я ухожу. Я пойду, хочу чуть полежать, поесть и сяду работать. Завтра услышимся, да. Увидимся, услышимся. Все, чатик, давайте. Всем пока. Адиос. Адиос, сайонара. Soulbolness. До свидания. Бай-бай. Так, Twitch, YouTube, Прово. С вами, как всегда, отдельно. Пока-пока.